Всем привет, меня зовут Элла. Добро пожаловать на мой канал, где вы можете найти информацию о языках, их обучении а также о Мексике. И, кстати, если вы изучаете испанский язык, то на моем канале вы можете найти достаточно большое количество видео на мексиканском испанском и заодно можете попрактиковаться. Итак, Мексика. Такая далекая и экзотическая страна. Что мы о ней знаем? Наверное, большая часть из того, что мы о ней знаем, это такие стереотипы, которые не совсем отображают реальность. Но, наверное, в большей степени надо признать, что эта страна известна своей высокой криминальностью, бедностью, пальмами, солнцем, морем, отдыхом и так далее. В принципе, эти ассоциации могут быть достаточно разные. Поскольку я уже несколько лет живу в Мексике, то хочу поделиться с вами некоторыми наблюдениями, которые могут вам пригодиться в вашей поездке в Мексику. И, между прочим, правда, не надо так уж ее бояться, потому что реальность, мне кажется, не настолько страшна, как нам говорят об этом в новостях и так далее. Так что, если есть желание, обязательно приезжайте и наслаждайтесь этой страной. Ну что ж, а именно в этом видео мы поговорим о том, что действительно надо учитывать, если вы собрались ехать в Мексику. Некоторые из этих пунктов связаны с различиями между культурами, а другие же просто с местными особенностями, учитывая которые все равно могут сделать ваше пребывание в этой стране еще более приятным. Оставайтесь до конца этого видео, чтобы узнать некоторые советы, которые я хотела бы дать именно для туристов. Итак, первый пункт. Учитывайте такую особенность мексиканцев, как неумение сказать «нет». Само по себе умение сказать «нет» не просто дается некоторым людям, но здесь мы говорим о более выраженном неумении говорить «нет». Если, допустим, вы просите своего коллегу или друга мексиканца помочь в чем-то, вместо того, чтобы сразу сказать вам четко и ясно «нет, извини, у меня нет времени для того, чтобы помочь тебе», он или она тебе скажут «да-да-да, сейчас, конечно, обязательно помогу, дай мне пару минут, дай мне пару часов, дай мне пару дней» и так далее. И в итоге лично у меня складывается такое впечатление, что я могу рассчитывать на этого человека, и хотя бы в чем-то он или она действительно мне может помочь. А в реальности может оказаться, что просто мексиканцу или мексиканке было так неудобно вам сказать «нет», что намного проще сказать «да» и потом это не выполнить, нежели сразу изначально сказать «нет». Ну и как я уже упоминала в одном из своих видео про забавные ситуации, которые со мной приключались здесь в Мексике, фраза, которую вы обязательно услышите от мексиканца в этом случае, это «ahorita», что означает «сейчас». То самое «сейчас», которое, возможно, никогда не наступит. Так что просто имейте этот факт в виду, чтобы потом зря не разочаровываться. Номер 2. В Мексике действительно очень добрые люди. Я была просто поражена тем количеством людей, которые не безразличны друг к другу. И это проявляется в самых разных ситуациях. Даже просто на остановке автобуса люди могут начать говорить друг с другом, как ни в чем не бывало. И, между прочим, мексиканцы очень разговорчивые, они очень умело могут заговорить тебе, с ними очень приятно иметь беседу, даже с незнакомцем, и они всегда найдут о чем поговорить. Если же вы, допустим, находитесь в транспорте, но не знаете, на какой остановке выходить, если кто-то увидел вас, пока вы рассматриваете, допустим, карту метро, или же вы говорите с кем-то по телефону, и все рядом стоящие слышат, что вы говорите, что вы не знаете, где выходить, обязательно к вам подойдут и подскажут, где вам надо выйти, чтобы приблизиться к своему пункту назначения. Если же что-то упало у вас на улице, то обязательно кто-то из местного населения тоже с удовольствием подойдет и вам подаст это без особых проблем. Или же вы сидите в ресторане, и мимо проходящие незнакомые люди вам скажут «приятного аппетита». Или даже просто заходя в лифт, опять-таки незнакомый человек может с вами поздороваться. Если же мы берем даже более экстремальные варианты, когда, допустим, вам стало плохо на улице, то в Мексике обязательно вам помогут. Вас не оставят просто валяться на улице, обходя стороной. Как раз таки наоборот, люди очень отзывчивые и обязательно помогут вам даже в такой экстремальной ситуации. Как-то я даже видела у одной женщины на улице случился приступ эпилепсии. Это было в очень людном месте, в принципе, рядом с центром города. И сразу же все люди, которые были рядом, но опять-таки
Некоторые просто зевали, смотрели на это все, другие же подбежали, сразу стали понимать, что происходит, стали звать на помощь доктора. Рядом как раз-таки находился человек, который сказал, что он доктор, и к тому же у этой женщины в кармане своей рубашки была записка о том, что у нее эпилепсия, и что делать в этом случае, и где лежат медикаменты, потому что она знает, что такое частенько бывает. И в итоге сразу же люди помогли, вызвали скорую, но при этом еще и оказали самую первую необходимую помощь этой женщине, чтобы облегчить ее приступ. Так что действительно люди впечатляют в этом плане, по крайней мере меня. Я к такому не привыкла, потому что действительно эта отзывчивость и доброта друг к другу, она просто поражает. Но при этом, тем не менее, надо быть осторожными, потому что есть люди, которые действительно с добрыми намерениями к вам подходят, но в то же время хватает и мошенников. Между прочим, еще одна черта мексиканцев: если они видят, что могут вас как-то надуть, облапошить, то очень вероятно, что определенный контингент этим может воспользоваться. Не в самых хороших целях. Так что будьте осторожны. Как говорится, доверяй, но проверяй, насколько это возможно. И все время будьте все равно начеку, на всякий случай. Третий пункт. В зависимости от страны вашего проживания, эта тема может отображаться по-разному, но тем не менее, по крайней мере в Латвии, в моей родной стране принято, что на пешеходном переходе все-таки машины останавливаются и дают человеку пройти. Или же, если это красный свет для машин, то они остановятся, на зеленый светофора для пешеходов человек спокойно может пройти по улице. Конечно, надо все равно быть начеку и проверять, смотреть по сторонам, но в принципе это достаточно безопасно, просто перейти улицу. В Мексике же несколько другое отношение к стилю вождения, к манере вождения и к пешеходным переходам. Ну и в принципе вообще к светофорам, даже на красный свет. Почему-то многие из местного населения думают, что если мне надо не просто пересечь всю улицу, а только так рядышком быстренько повернуть направо, то если это сделаю на красный свет, то все равно ничего страшного. А то, что там все равно едут другие машины, либо идут люди, переходят дорогу, как-то они об этом не задумываются. И веду я это все к тому, что действительно на пешеходных переходах, особенно здесь, в Мексике, не надо доверять тому, что если у вас зеленый свет, вы спокойно можете переходить улицу. Это совсем неправда, потому что машины некоторые могут проезжать, как будто для них это зеленый, хотя они должны стоять и не шевелиться. И частенько я даже здесь наблюдала за тем, как сами пешеходы, неравнодушные, начинают ругаться на этих водителей или даже бить их машины, ну хотя бы ногой пнуть просто как-нибудь их машину, чтобы показать свое недовольство. И водители искренне не понимают, почему это происходит и почему вся толпа, которую они в принципе могли переехать, недовольна. Поэтому, действительно, будьте очень осторожны, переходя улицы в Мексике. И, между прочим, один из моих советов: не всегда переходить улицу на зеленый свет, это безопасно. Иногда на красный, как бы это абсурдно ни звучало, иногда на красный свет перейти улицу намного безопаснее, нежели на зеленый. Так что будьте внимательны. Номер 4. Если же вам предстоит поездка в метро Мехико, во всей Мексике есть еще несколько городов, где есть метро, но я лично знаю только именно метро столицы, Мехико. Так вот, здесь тоже надо учитывать некоторые вещи. Вот если вы видели такие видео или картинки, когда в метро запихивают людей, потому что вагон переполнен, они просто начинают вылезать изо всех окон и так далее, либо же двери захлопываются, а какая-то часть человека, нога, рука или сумка, допустим, торчит из этих дверей, то как раз-таки вы можете понаблюдать за этим в реальности. Зрелище впечатляющее, очень, но крайне неприятно, если вы находитесь именно в этой толкучке. В определенные часы из-за того, что количество людей в Мехико, по крайней мере, когда нет пандемии, просто огромное, то в час пик действительно так и происходит. Людей немерено. Как будто это какой-то парад, либо демонстрация. Вот это, наверное, как раз-таки то самое выражение, когда даже яблоку упасть негде. Если же оно даже упало, то поднять, нагнуться вы точно не сможете. Ну а для того, чтобы повысить эффективность каждого поезда, который приближается к этой остановке, то полицейские действительно могут начать впихивать людей. Ну а если же это не полицейские, потому что им может даже страшно в это все вмешиваться, в эту толпу, то сами люди будут вас подпихивать для того, чтобы еще человек 10 влезло в этот вагон, который и так уже переполнен и не закрывается. Вообще момент, когда люди входят и выходят из вагона метро, честно говоря, напоминает
просто какую-то спартанскую битву, когда идет огромное количество людей, стенка на стенку, друг на друга, кто влезает, кто вылезает, все одновременно. Люди не всегда ждут, когда кто-то выйдет и потом заходит, и это все происходит одновременно, так что если вы проехали свою остановку, то добро пожаловать в метро Мехико. И, кстати, учитывайте еще и то, что двери поезда открываются и закрываются очень быстро. Поезд абсолютно не ждет и не смотрят, когда все люди выйдут, потом зайдут, то есть он открыл на 5 секунд и тут же закрыл. Успели вы войти, успели вы выйти, зашли ли вы только одной ногой, либо нет, никому это не интересно, двери захлопываются очень быстро, именно поэтому люди, в принципе, и не дают нормально выйти одним и потом сами зайти, потому что они понимают, если всего будут двери открыты 5-7 секунд, то это просто битва на выживание. Кто успел, тот зашел, кто успел, тот вышел. Ну а если нет, поедешь дальше. Ну и пятый пункт, который тоже надо иметь в виду, но с этим, может, даже ничего нельзя поделать. Учитывайте то, что вы, поскольку турист, их здесь тут же можно увидеть, потому как они выглядят, потому как они одеваются, потому как они разговаривают, потому как они ведут себя и так далее. Вам обязательно накрутят цены. Может в 2 раза, в 3, 4, 5, 10, 20, неважно. Просто из-за того, что вы не местный, вам повышают цену, причем очень прилично. Это я наблюдала даже и для мексиканцев. То есть, если, например, ты из Мехико, из столицы, и ты едешь, допустим, в Канкун, город, который находится в другом штате, то очень возможно, что тебя узнают по акценту, и, соответственно, только из-за этого воспользуются тем, что ты турист, и все равно повысят цены. Так что и для нас, кто выглядит по-другому, соответственно, тоже повысит цену, но просто еще в несколько раз повыше. Меня это безумно раздражает, потому что, несмотря на то, что я живу здесь уже несколько лет, я знаю прекрасно цену тому, что мне надо, и когда мне начинают ее завышать просто потому, что я выгляжу по-другому, мне приходится просить какого-то мексиканца, соответственно, из знакомых, из друзей, из людей, кому я доверяю, чтобы мне купили то или иное, потому что для меня обязательно повысят цену. И, кстати, если у вас все-таки есть местный гид, либо кто-то из местного населения, кто вас сопровождает, если вы хотите что-то купить, или же вы заказываете такси, на этот момент, когда вы говорите о цене, лучше вам спрятаться куда-нибудь, опять-таки потому, что если, допустим, это водитель такси и видит, что хорошо, мексиканец у меня спрашивает, сколько это стоит, но рядом с ним кто-то не мексиканец, какой-то иностранец, иностранка, то только из-за этого все равно цена будет в 3 раза выше. Так что, насколько можно, учитывайте этот факт. Тем более, что иногда здесь может и пригодиться умение торговаться. У меня его нету, поэтому мне всегда приходится платить все по полной цене. Итак, понравилось ли вам это видео? Я знаю, что это не единственные пункты, которые надо учитывать, но хотя бы что-то. В целом могу вас заверить, что Мексика не такая уж страшная страна, как это нам рисуют, и скорее всего, если вы сюда приедете, вы действительно насладитесь этой страной, а то и вовсе влюбитесь. Нередко бывает так, что туристы приезжают сюда всего лишь на 2 недельки, а остаются лет так на 10, 20 и больше. Так что, возможно, именно подобное с вами может и приключиться. Если же у вас есть дополнительные вопросы о Мексике, либо вам хотелось бы узнать побольше о чем-то, либо развеять, либо убедиться в том или ином мифе или представлении, которое у вас есть о Мексике, то обязательно пишите мне об этом в комментарии, и я обязательно вам отвечу. На этом у меня все. Жду ваших лайков, комментариев, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео.